Всем привет, мы на канале Маргулиса. Сегодня мы продолжаем проходить Beast Inside. Собственно, нашли какой-то локатор, будем искать привидения какие-то, квантовые аномалии. И погнали. Так, как много крови, и ведь она даже не высохла. Не знаю, что здесь случилось, но это явно произошло недавно. Следы ведут за воротом, пойду проверю. Пойду свиньям, да. О, двигать надо куда-то сюда, да? Бум. Все правильно. Так, сканируем. Не, сначала импульс типа, да? Вот это. Аномалия, аномалия. Судя по всему, он тащил что-то тяжелое, когда проходил через лес. И через ворота написано было. Ну, окей. Найти обход. Даже что-то ничего не отмечается. Кстати, абордажный крюк, да, он со мной. Видимо, это мой будет атрибут, которым я буду часто пользоваться. Пара досок расшатана, попытаюсь оторвать. Прятать эту херню. А что, надо крюком, чтобы зацепить их? Что? Они прям блестят, это видно, да, что им надо что-то с этим делать. Вот. Хера себе. Сейчас как в башку отстрельнет они тебе. Полдоски сломал. Странно. Котофонку постоянно теряет. Она же ломит. Или встали. Так, удержите пробел, чтобы подпрыгнуть. То есть они очковые моменты, короче. Есть скримеры, хуимеры, все это такое. Они-то бодяжат какими-то исследованиями, поражением, какими-то маленькими головоломочками, квестами. Ну, в принципе, кровь еще не высохла. Пойду по следу, может кому-то нужна помощь. Помощь сейчас ему пригодится. Да явно, я как бы иду-то не сюда, мне нужно в какой-нибудь сарай, там туда идти. Ну, можно открыть. Можно. Собственно, он пошел по этому, в обход и приперся к сараю. И много построений прямо возле одного особняка. И довольно-таки они раскиданы между собой. Странно. Черт. Заперто. Намертво заперто. Какие доски-то что? Ногой пни и все развалится. Похоже, там кто-то или что-то висит. Неужели это... Блядь, чуть не обосрался. Надо посмотреть, что обнаружил локатор, прежде чем двигаться дальше. Стабилизировать аномалии локатора. Доставай свою херню, что-то. Доставай говномес. Ну откуда? Сюда идти. Че, ну веревка. Дернуть надо или что? Так, подожди, ну по-моему надо эту херню вообще убрать для начала, да? Вот. Ручонка прям светится. Вот. Чик-чик-чик. Ага, не дергается. Значит, надо эту веревку обрезать. Правильно, я думаю. Локатор меньше показывает. Да? Проценты все. Пока неизвестно, правильно ли я иду вообще. Я бы журнальчик почитал дедовский. Понял бы, как дед ходил. И сюда.
Не запрыгнуть. Но должен он прыгать. Это небольшая. По-моему, они мне ворочат голову вообще с этой всей херней. Сундучок сейчас поставим, да? Вот этот. Да. Сундучка там точно заберется. Все, это немножко тут все, в принципе, сделано. Вот это вот подвинуть. Каждую тумбочку открываешь тоже. Ладно. В принципе, нормально. Я, наверное, придираюсь. Так, добрались до сарайчика. Че это? Как мы взаимодействуем? Надо разрезать, наверное. Там, наверное, да, вот этот локатор уже с ума сходит. Просканируй что-нибудь. Импульс. Сюда надо идти. Обнаружена аномалия. Че, в 3 частях аж. Ну да, какой-нибудь ближайший, наверное, попробуем подойти. Не стреляет он по этим аномалиям. Че, обратно выходить? Мини-игра нахуй. Space Invaders. Или Invaders. Понятно, короче. Делается примерно. Ты входишь еще в эту аномалию сразу. А, стрелок, конечно, SEO такой себе. Когда забраться. Окей, ладно. Смотрим вторую аномалию. Еще движется, да, постоянно? Вот так вот. Оп. -1. Они прям головой, да, кружат. Не, ну вот она тут летает. Оп. Готово. Теперь можно сканировать. Что он такой? Что он здесь спрятал? Вот и нахер такой. Я здесь, блядь, надо. Так, забрать. Угу. Нож. Охотничий нож. Видимо, он недавно воспользовался, потом спрятали здесь. Возьму его на всякий случай. Кстати, вот этот нож был там, в самом начале. Пора возвращаться в амбар. В самом начале был нож, который он его покрутил там и потом обратно в башку вставил. Еще самостоятельно пилить надо. Блин. Амбар, да, тут можно попробовать пробраться внутрь. Подожди, но у меня кроме ножа же вроде ничего такого, честно, вроде не появлялось больше. По-моему, обойти ему. Пожалуйста. Привет. Вот тут делать-то нехер. Да, абордажный крюк. Абордажный крюк. Просим. Там надо вращать. Так. Смысл какой-то, то, что я вот так наклонил.
Он также полетит. О, о, попал же. С увертюром. О. Может быть, с какой-то возвышенности его долбануть, нет? Вообще низко. Цепился. Какой-то с 10-й попытки. Или что делать? Вот эта часть геймплея вообще как бы, ну, тут, естественно, ничего страшного нету. И неплохое даже сочетание, как бы отдыхаешь от стримеров, напряженности, очка. Кто-то оленя повесил, сушиться. Ну, это, в принципе, не запрещено строганину делать. Палочки уберем. Можно одну лосики. Взять можно? Стряла. Теперь заперти, придется искать другой путь внутрь. В смысле заперта? А, ну да. Ну, я думаю, их все равно надо будет палки убирать, так что гадалки не ходи. Самое дело потом сломаем замок этот. Потому что, ну, выхода-то другого и нет. Господи, кто мог сотворить подобное? Точно не браконьер, скорее какой-то ебаный охотник-садист. Ну, охотники части все садисты. Посмотреть тушу оленя. Погоди, болтали. Секунда, это пикание. Звук как будто доносится изнутри. Этот олень подвешен на веревке. Может, я смогу забраться наверх и спустить? Может быть, может быть. Предмет добавлен в инвентарь. Но мы сейчас, наверное, не оленя будем искать, а вот это дело фигачить. Ок. Я могу залезть на ящик, чтобы дотянуться до лестницы. Ну, значит, я вообще, в принципе, не зря тут пошел сюда. Когда я подошел к лестнице, начал бы ее там двигать всячески. Шире. Так, а нам вот туда. Давай, ящик. За мной. Говорится, и ящик подвинуть, и на лосе покататься. Жилось? Нет, олень. У лося немножко другие рога. Бросить. Давай. Эй. Кстати, вот я оленину не пробовал, а лосятина... Мясо прикольное, но только варить его замучаешься. Так, херня какой-то, горечью отдает. Ну давай ты, что ты? Закинь свою крюк. Вот, с крюком, короче, когда он крюк достал, он не прыгает. Светало. Мы кидали крюк. Вот. Так, ну все, убирай свой ключик, пододвинем. Ставим механика прям вообще. Заставляет ожидать лучше. Надо лосяш-то освободить. А, пилим. Пилим это дело. Шик, 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 шик. Как они любезно пол веревочки уже разрезали.
Не надо хотя бы 10 лет ее пилить. Оп. Вперед. Ешка долбанулся. Че, ему, наверное, вслед за ним, да? Да, не важно. Че это у него там пить? Взрывчатка, что ли, в пузе? Кто это за тушу? Кажется, внутри что-то есть. Тут ее выход появился сразу же. Пик. Ну давай, посмотрим, что там. Хорош. Рога ему надо отпилить. Потом продать. И шкуру тоже. Что за пиздец? Я сейчас блевану. Мне сдается там какая-то взрывчатка. Особенно она подозрительно. Я думал, ингалятор какой-то. Предмет добавлен в инвентарь. Я не знаю, что это за две коробочки. Что за оборудование? Почему оно оказалось... Блять, а что за нами следят русские? Вот и предохранитель. Выходит, уебок выпотрош оленя был в вашем доме, в нашем подвале. Что если это не угроза? Ну, зато я нашел сраный предохранитель. Пора вернуть в подвал и включить электричество. Не нравится мне это. Судя по всему, псих, который скромсал оленя, был в нашем доме. Может, это охотник. Странный предохранитель. Почему он пищал вообще? Что за предохранители пищат? Предохранитель выглядит старым, но работает как надо. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Я, блин, в жопе у оленя. Кто-то его вытащил, но зачем? И что за прибор к нему прицепил? Ну, видимо, эта штука и пищала. Просто, ну, как бы предохранитель это белый. А вот эта ёбань, она пищала. Ладно, понятно. Больной ублюдок, он убил олень. На охотники часто оленя убивают. Да, понял. Понял, где я оказался. Сюда. Быстренько ёбал дома. Если, конечно, без геморроя, то берут довольно-таки быстро. Помню, раньше здесь были ненормальные детишки, заигрывавшие с оккультизмом, но вряд ли это их рук дело. К тому же внутри оленя я нашел военное оборудование. Видимо, местные решили оказать новым соседям радужный прием. Остается надеяться, что они не разделают нас, как индейку. Что-то тут началось. Дети, оккультизм. Такое себе. Причем детей приписывают. Можно было немножко путь срезать. Ладно, топаем, два. Да. Жеманно вставил предохранитель. Найти Эму на первом этаже. Кажется, электричество заработало. Интересно, хотя может все это мелочи, а я просто перечитал по. Ну, я сделал свое дело, пора возвращаться под каблуками. Черт, это и перепад настроения. Сейчас ведь только 3-й месяц. Неужели так будет продолжаться до самых родов? Не исключено то, что тут само по себе повествование всего рассказа по какому-нибудь мотиву рассказа Эдгара Аллана По. Не зря этот чувак сказал об этом сейчас. И еще в спальне висел портрет великого писателя. Родоначальник, в принципе, как Лавкрафт, жанра ужаса. Точка. Господи, женщина, ты хочешь, чтобы у меня сердце остановилось? Успокойся, ладно? Интересно, тут жил какой-то волшебник? А то, Гарри, сука, Гудини. Может, он так не смог бы выбраться из этой шляпы. Слушай, а где ты ее нашла? Я недавно читала такой, наверху, а теперь смотри внимательно.
Если из нее выскочит кролик, хочу, чтобы мы сделали из него врагов. Та-дам! Умно, решила задобрить меня магией. Ну и с чего начнем? Ой, блин, морду. Какое-то время спустя. Они что, красить начали стенки, что ли? Box full of cash. Ладно, мне что, наполнить все указания? Да, ты и так постоянно это делаешь, но мне не обязательно сидеть без дела целыми днями. И все же, в твоем положении, в моем положении ничего страшного, я всего лишь беременна. Ну как скажешь. Да, слезай, и я сам покрашу, к тому же ты делаешь это очень стрёмно. Какое-то углы не прокрасила, тут что-то бросила, тут докрасила. Дура, что ли? Еще и вся измазалась, хоть бы переоделась. Ой, бабы, а. Шла у нас там пока. Как Том Сойер, да. А раз не позволяешь помочь, ты дал новый номер? Родная, это ведь правительство, уж поверь, они даже знают, что ты ела на завтрак. Бррр, как это жутко. Ты когда не хотел заниматься чем-то, кроме криптоанализа? Еще до того, как вступил в ЦРУ. Чем, например? Я никогда не думал о работе, где не пришлось бы отвечать на миллионы жизней. Работе, где шпионы и двойные агенты не следили бы за каждым твоим движением, а окружающим можно было бы доверять. Да не то чтобы, к тому же тебе я помогу. Тебе-то я могу доверять, верно? Чё, краска не кончается никогда? Ёбнутая. У нее намаз был, походу. Можешь передвинуть этот комод? Кажется, за ним что-то есть. Она пока намаз делала, короче, она увидела какую-то херню. Ну, как краска была явно бесконечна. Диварик. А чё, в очко спрятал? Он тут у них опять этот бульбулятор. Он, наверное, всегда. Давай долбанем бульбулятором в глаз. Не попал. Понятно. Не дотыком, как иначе. Налево, направо. Ну, блин, логично то, что направо надо двигать. Вот зловещий мужик со своей зловещей шляпой. Господи, теперь я жалею, что напялил эту шляпу. Кстати, ее покойничек носил. Интересно, кто этот парень? Может, если мы повесим ее в спальне, он придет к нам во сне и все расскажет? Сначала я повешу тебя. Ладно, ладно, прости, дружище, но ты отправляешься в подвал. Бля, я бы вообще сжег эту картину. Для джентльмена из предыдущего столетия лучше нет места и не придумать. Подебил. Несколько дней спустя. Нахер он прет эту, блядь, картину стрёмную себе в подвал? Да чё, дурак? Вот. Здравствуй, дерево. Возле камина там другая картинка раньше висела. Алло, блядь. Чё, он вырубился? Он просто на полу лежал? Кипит. Мне, наверное, слишком старая мебель. Черт, наверное, звонят с работы. Ответить на звонок. Нет, это лежал на диване. О, где этот ёбаный телефон? Жена, ты чё, подохла? Возьми трубку. Мне тут уже ремонтик, я смотрю, да, организовали? За несколько дней целый дом отремонтировать. После того все, что тут было, тоже какой-то пис. Заваливай звонить, а? Поспать не надо. Так, где-то с правой стороны звонят. Может, наверху? А, вот он. Радио. Алло, блядь. Это Дэвид. Ну вот, босс, сейчас вы начнете на меня давить, а меня тут же бросит в пот. Я не хочу наседать, но от тебя не было никаких новостей уже неделю.
Поэтому я и подумал, может его сожрали медведи или волки, надо бы позвонить. Ты сейчас застрял где-то в глуши, верно? Да уж, не то слово застрял. Не один такой. 3/4 команды занимается русским дятлом. И в придачу к этому пропал Гарольд. Гарольд, парень, который перехватывал телеграммы, что произошло? Не знаю, стресс. В последнее время у него была паранойя, ему всюду мерещились русские. Либо он съехал с катушек и совершил какую-то глупость, либо советы до него все-таки добрались. Блять, на нашей земле они могут быть повсюду. О том, что он был двойным агентом, я даже подумать не хочу. А что еще хуже, Билл или Милдред закроют проект, если на следующие пару недель мы не совершим прорыв. Документы от Дженнис я взял с собой. Сейчас займусь этим. Удачи. Передай привет жене. Позвони через пару дней. Вот тебе и отпуск. Используйте машинку в кабинете. Шифровальная машинка стоит в кабинете. Я вот не понимаю, нахрена они приплетают детей, оккультизм, какие-то привидения, сканирование, блядь, каких-то этих объектов, которые раньше находились здесь, русских с какой-то этой красной кнопкой. Что-то как-то вот так вот все в одну кашу накидали, и потом, не знаю, вот это все дело разгребать. Так, кабинет у нас вот здесь находится. Правильно. Был кабинет, подожди, вот он. Просеньку. Кабинет был у деда здесь. Пошли наверх тогда. Выход, да? Выход, все закрыто. Это мотор какой-то. Вот это чучело стояло тут. Тут дверь открылась в гостиную. А тут, наверное, скорее всего, выход на улицу, да? Ну, вот он, мой кабинет. Окей. Смотрим, читаем. Блин, на тут шифр. Чтобы изучить деятельность неизвестных мировых криптоаналитиков, необходимо сначала самим разобраться в основах дешифрования. Сумеете расшифровать все спрятанные здесь имена? Числа соответствуют отдельным людям. Используйте диск Цезаря, чтобы познакомиться с великими умами криптографии, которые нередко меняли ход истории. Готовы принять вызов? Да не то чтобы да. Но диск этот я понял. В самом начале давай. Кофейку сейчас бахну. Еще теплый. Надо вискаря туда налить. Она знает, как взбодрить меня. Пророжай. Дободрилась. Следователь инструкциям Энигмы. Так, посмотрим, что там в руководстве. Ничего не надо, блядь. За. Где руководство? Ладно. Читать. Пожалуйста, следуйте инструкции. Перед включением устройства необходимо откалибровать. Это делается следующим образом. Откройте верхнюю крышку, используя ручку справа. Далее заместите... Давай. Откройте верхнюю крышку, используя ручку справа. Верхнюю крышку, используя ручку справа. Так. Надо поднять верхнюю крышку. Это? Крышку. Ну, здесь стало правильный цилиндр, и, к счастью, они пронумерованы. Нельзя забывать, что каждому цилиндру отведено определенное место.
цилиндр. Налеплю их тут. Так, назад. Правильно, где-то ошибся. Да. Много времени вот это вот. Открыть крышку, закрыть крышку, повернуть, поставить, потом обратно все перечитывать. Если неправильно, делай заново. Далее разместите цилиндру, помеченный римскими цифрами, в соответствующие пазы. 2, позиция 1. Закройте крышку. Так, ладно, давай цилиндр разместим. 2, позиция 1. Открываем крышку. Где вот цифра? 1. 2, позиция 1. Здесь правильно. Назад. 4, позиция 2. 5, позиция 3. 4, позиция 2. 5, позиция 3. 4, позиция 2. 5, позиция 3. 5, позиция. 4, позиция 2. 5, позиция 3. 7, 8. 8, позиция. Позиция. Так, первый этап пройден. Теперь нужно установить шестерни. Смотрим. Так. В окошках слева направо установите следующие последующие чисел. 2, 14, 6, 22. Называется начальный ответ. 2. 2. 14. Потом 6. 22. Проще простого. Теперь последний этап. Провода снизу. Пиздец, если только мы сейчас дешифровальный автомат собираем, то шифровка будет вообще от нас. Откройте нижний ящик устройства. Подключите провода к ящику в следующей последовательности. AF, GZ, RT. AF, GZ, RT. Проверяем. AF, GZ, RT. Ну, открывай толпу. Так, AF. AF. GZ. GZ. Z. RT. R. T. Готово. Осталось только ввести пароль. Закройте. Запустите проверку, используйте проверочный пароль. BPF loop. После ввода этих букв вы увидите расшифрованное сообщение. Пятница. Если после выполнения вышеуказанных действий сообщение будет расшифровано неверно, вам придет заново. Начинаем с первого шага. Так, BPF loop. BM. P. F.
Заработало. Можно приступать. А какая машина? Как у Шурика. Иван Васильевич меняет профессию. А в магазине так стеночку можно приподнять? Код 6 знаешь. Как ебанет. И чё? Что это? Похоже, сообщение зашифровано шифром Enigma. Чтобы расшифровать его, нужно подобрать правильную комбинацию. И как же мне настроить машину? Подожди, ты же настроил уже. XJD J. Можно записать. Подожди, там можно было вращать. Римская 5, 3 СТ. Видимо, это должно помочь мне с шифром. Но что это значит? Как применимо к Enigma? 503 СТ. Подожди. Может быть, что-то. Возможно, этот человек использовал мою таблицу кодов, чтобы зашифровать послание. Как понять, какую комбинацию он использовал? Да. 5, 0, 3. Да. А тут пятерка 5, 0, 3. Нет. 5, 0, 3. Вообще не понимаю логику. Что? 5, 0, 3. 5, 0, 3 СТ. Ну, допустим. И что, я нашел эту херню. Я 5, 0, 3 СТ. 17. Вот это начал. Подожди, что? Не ведет я? Римская 5, 3 СТ. Подсказка из листа бумаги точно связана с машиной. Таблица кодов тут может привести. Так, ну 17. А что бы это значило 17? Может быть 17 находится здесь? Как ты эту машину придумал, надо в голову завидеть. Что-то не так, не та конфигурация. Нужно внимательно посмотреть таблицу и пароль. Конфигурация с таблицы кодов. Ну, 17. Семнадцать. Ну-ка, цифры эти перемещаются наверху, да, перемещаются. Ам, 5, 0, 3, 17. Подожди, на 0,5, 19, 0,3, 10. 0,5, 19, 0,3, 10. Пробуем. 0,5.
какой-то хрень. Не все, что ли, двигают как-то странно вообще. Оу, вообще, гуляр. А можно как-то вот эти циферки? Это все загорается. А, ни хрена, тут я написал уже сбоку. Так, ну давай тогда это все дело надо стереть. Сложнее цифру взлома конфигурации на колесе таблицы. XJ, DTJ. Нет. Чисто наугад. Ясная машина. Где у нас X-то загорается? Вот он. Да? Если на каждый раз все новая цифра. Как мне тогда много угадывать? Класс. Что это дает, я не понимаю. Почему эта хуйня сейчас сразу стирает? Логику не могу понять. Это все. Что за таблица? Как ей пользоваться? Вот тут буква. Здесь буква. Следовательность у них одинаковая. Но ты, допустим, нажимаешь на P. Тут P не загорается. На резинку. Не Внимательно посмотреть на таблицу и пароль. Двенадцать. Вот это число продлить. Зачем мне, блин, на цифру 17 надо, чтобы вот это 17. Вот. Так, еще какие-нибудь подходят? 5, 5, 0,3. Судя по всему, подходит только номер 17. Есть 5, тут есть 0,3, тут есть FT. Ну, можно предположить, что вот это число должно быть на шестеренках. 0,5, 19, 0,3, 10. 0,5, 19, 0,3, 10. Это накрути. Жесть.
Только могу выставить только в окне, а буквы ST, скорее всего, относятся к проводам. Ну, как понять остальные настройки? Как вообще, в принципе... Стой. Цифру 5 мы вставляем. Так, 5 это значит последняя шестеренка. Последняя шестеренка. Вытаскиваем. Тут нет. Подожди. Закрываем. 1, 4, 1, 7, 5. 1, 4, 7, 5. Шестеренки. Давай. Сразу повыдергиваем. Так, 1, 4, 7 и 5. Открываем. Так, дальше. 0,5, 19, 0,3, 10. 0,5. 0,3, 10. Допустим. И вот эту херню открываем. Здесь у нас Т, да? СТ. СТ. Т. Потом Z. XO. Открываем эту. Стираем код. И пишем X. Пробел. L. Бел. Сэм. М. H. Пробел. А. Y. Что вроде? Вроде слов. Вроде предложение какое-то вырисовывается. Том. М. В. Z. В. И. Смотри, М, Z. В. F. Y. М. Доверяй лишь себе. Звучит зловеще. Кто это написал? Ну да. Ёбнутая машина. Дальше что? Проверьте комбинации 29 и 30. Ну погнали. Слава богу. Бесполезно. Ёбнул, наш стол открылся. Там бритвочка. Мужик этот не первый раз показывает вырезку. Чудовищное преступление потрясло, бля. Кажется, это наш дом. У жертвы было перерезано горло. А все, что пиздец. Даже ничего.
Кажется, мужик вот этот в цилиндре, это который за тобой гоняется, уж больно похож как визуально. Господи, сколько лет это здесь пролежало? Это что, кровь или просто ржавчина? Неужто это кто-то, о чем я думал? Еще записки Николаса. Лег. Все болит. Что ж, значит, я жив. Чуть не сломал себе шею. Глава 4. Все болит. Что значит, я жив? Чуть не сломал себе шею. Он застал меня врасплох. Я не был готов к такому. Вблизи он едва напоминал человека, когда это существо набросилось на меня. Почувствовал, как меня наполняет боль. Его боль. Такое со мной впервые. Это взгляд, как у затравленного животного. Я был так потрясен, что не мог даже пошевелиться. Хотел закричать, но кто-то словно вырвал мне голосовые связки. Кто это такой, черт возьми? Что он делал в спальне отца? Без понятия. Глава 4 началась. На этом мы, наверное, и серию закончим. Спасибо всем, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.